Роспись считали лидером русских националистов в воровской среде, хотя для абсолютно космополитичных истинных людей сам намек на разделение по национальному признаку должен быть нонсенсом. Просто в начале 90-х на Москву нахлынули банды жестоких чеченцев, которые по поступкам полностью подходили под определение беспредельщиков. Вот с ними роспись вступил в настоящую войну. В начале 1990-х годов вор в законе Андрей Исаев по прозвищу Роспись становится одним из лидеров славянского воровского клана Москвы. Был известен как непримиримый борец с кавказскими преступными кланами. Несмотря на относительную молодость, Исаев уже тогда воспринимался в уголовной среде как легенда. Его деятельности приписывают в частности кровавую разборку в Останкино, в результате которой погибли 4 кавказца, а также убийство многих авторитетов-лаврушников. Когда однажды Росписи задержали, он заявил милиционерам: «За что вы меня гоняете? Я ничего плохого не делаю, только папуасов отстреливаю». Помимо идейной работы, Роспись также занимался более привычными для профессионального преступника вещами: рэкет, крышевание, сутенерство. Держал шикарный ресторан. Также Роспись, как правильный вор, постоянно поставлял гуманитарную помощь в Бутырскую тюрьму, а также в знаменитый Владимирский Централ. Греф, конечно же, шел только славянским арестантам. Яростное противоборство с кавказцами привлекло на сторону Исаева многих, но вместе с тем и принесло ему серьезные проблемы. За время криминальной войны на Роспись было совершенно более 10 нападений, 3 из них чуть ли не закончились гибелью авторитетного вора в законе. Первый раз, во время разборки с чеченской группировкой, Исаев чудом выжил, пуля застряла в его бронежилете. Во второй раз киллер стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Пуля насквозь пробила охранника Роспися и угодила ему в печень. Охранник Исаева скончался на месте, а сам вор в законе был в тяжелейшем состоянии вывезен в США, где ему оказали высококвалифицированную медицинскую помощь. Один раз чеченские боевики заложили под машину Росписи около килограмма взрывчатки. Охранник Исаева погиб, были ранены 2 игравшие во дворе школьницы, но сам Роспись остался невредимым. Едва оправившись от шока и травм, Расписный сел в самолет и улетел с подругой в Грецию. В 1995 году летом в московских газетах прошло сообщение, что вор в законе Расписный был убит вместе со своей подругой в ходе криминальных разборок. Эта статья попала в руки и к самому Расписному. Оказалось, что у убитого мужчины, так же как и у Расписного, были идентичные татуировки, а лицо изувечено. Поэтому в правоохранительной системе и произошла ошибка. Роспись же, прочитав статью, позвонил в редакцию газеты и высказал свое недовольство. Смерть настигла его 21 июля 1997 года в польском городе Познани. Около 18:00 Роспись со своим приближенным, местным криминальным авторитетом по кличке Роб, прибыл на перекресток улиц Познанской и Жалковского. Выйдя из салона, авторитеты направились к машине, как вдруг рядом притормозил 600-й Мерседес белого цвета. Из автомобиля вышли 2 мужчин. Они переговорили сначала с Расписным, затем с Робом, а потом внезапно достали оружие и открыли огонь на поражение. Расстреляв обоих, бандиты скрылись с места преступления. К приезду врачей скорой Роспись и его спутник были мертвы. На организацию похорон воровской мир не поскупился. Например, шикарный гроб, в котором упокоился Роспись, стоил примерно $20 000. После отпевания в храме Нечаянной радости в Марьиной роще, траурная процессия с ритуальным автомобилем «Линкольн» во главе медленно отправилась к погосту по дороге, усыпанной темно-красными розами и еловыми ветвями. Смотрители вспоминают, что прощание со столь колоритной фигурой преступного мира продолжалось до позднего вечера, после чего тело Расписного наконец было предано земле.